Привет, друзья! Решил доделать свою карту MX4. Хочу добавить цветовую индикацию. Вот есть на всякий случай схема, кто будет делать с самого начала. То есть, смотрите, тут как бы два варианта. Можно использовать какую-то ненужную карту памяти, либо же напрямую припаять картридер, вот этот SD-карты, прямо на материнскую плату. То есть придется разбирать консоль и вот по этой диаграмме припаивать контакты в разъем, там где джойстики и карта памяти. Понадобится в любом случае вот такой картридер. Это как бы самый простой и бюджетный на самом деле вариант. Вот. И также понадобятся резисторы 1 на 47 Ом. Второй тут в зависимости от того, какую яркость вы хотите получить. Значит, тот, который на 47 Ом, его можно собрать из каких-то других номиналов меньшего по значению. Ну, вот у меня, допустим, не было 47 Ом, я собрал из трех резисторов, которые меньше по номиналу. Вот так вот их последовательно спаял, то есть не параллельно, а именно последовательно. В итоге у меня получилось очень близкое значение, там около 46 Ом. Вот. Ну и чтобы не было никакого замыкания, взял оплеткой, все это дело спрятал аккуратно и напаял по диаграмме. Второй резистор, смотрите, тут какой момент. Значит, по инструкции там можно использовать от 50 Ом до 470 Ом. То есть чем больше номинал, тем менее ярко будет у вас светить вот этот диод. Диод я брал на 1,2 вольта. В общем, после пайки у меня этот резистор на диод, который 100 Ом показывает по прибору, и тот, который на 47, у меня показал 45,7 Ом. Вот. Этого достаточно, это все будет работать. Я использую эту карту в паре с FreeMC бутом OPL версия 1.2, которая поддерживает накопители в формате exFAT. Что это значит? Это значит, что бэкапы более 4 гигабайт можно уже не разбивать. Ну а по поводу настроек, то есть вы заходите в BDM Devices и MX4 SEO, ставите On, нажимаете ОК, сохраняете все настройки. Вот и все. Все очень просто. Единственный момент, что перед этим всем делом не подключайте карту с вот этим модом. То есть сначала все делаете на обычной карте, все настройки сохраняете, и только потом уже подключаете microSD карту, вставляете в консоль. Ну и в принципе все на этом. И чтобы все корректно работало, советую делать иногда дефрагментацию через тот же, например, AUSLogix. Вот, и как бы будет все работать нормально. А вообще по инструкции сейчас, ну я еще буду проверять это, конечно, но говорят, что уже можно не делать дефрагментацию, просто кидаете образы в папку DVD в формате ISO, ну и все, как бы оно будет запускаться, будет у вас отображаться в OPL.